Всем привет, меня зовут Юля. Меня зовут Миша, и сегодня мы в этом видео покажем вам очень шикарное предложение. Просто отличный дом средневековый, идеальный, за сущие копейки в нашей деревне. Сейчас мы вам его покажем. Посмотрите, вот этот вот дом. Видите, он весь сделан из камня, то есть это массивные стены, непробиваемые пушкой, я вам скажу. Полностью весь снаружи он сделан, то есть нет ни следа просто какой-то плесени или еще чего-то. Вот, посмотрите, вот даже я приближу камень, он весь очищенный, обработанный. Смотрите, какая красота, огромный-огромный дом. Сейчас будем показывать. Заходим внутрь. Здесь у нас кухня. Посмотрите, какая кухня. Абсолютно новая практически кухня. Но она свеженькая. Очень-очень свежая. Ну, немножко помыть ее надо, да? Ну, она не новая, да, но она в хорошем состоянии. В целом, если вот так вот заехать и жить, то есть вообще шикарно. Ну да. Если нет прям финансов каких-то, что-то сделать, то тут можно спокойно, без вложений уже. Ну, большой холодильник. Да, Ariston Hot Point, видите? Ой, там еда есть. там даже еда есть, видите? Да. Люди продают. Посмотрите, как сделано любопытно. Это стиль рустико. То есть, смотрите, как вот. Балка деревянная, ее так и оставили, чтобы показать. Это очень аутентично. Окна алюминиевые стоят. Хорошие окна, кстати, неплохие. То есть, по сути, менять окна даже и не следует. Посмотрите, как дверь тоже сделана, входная. То есть, тоже балка сверху. Посмотрите, вот это какое решение шикарное. Вот эти полочки. Гляньте, какие они классные. Вот тут еще окошко получается. Небольшое. То есть дом светлый очень. Сейчас я отойду. Посмотрите, какое здесь любопытное решение. Как на подиуме. То есть тумбочка с телевизором. И посмотрите на потолки. Вот за такими потолками, между прочим, охотятся все американцы-туристы. Считают это классным. Вот потолки с такими балками деревянными. Ну, естественно, отопление. Вот, пожалуйста, огромные просто батареи. Огромные. Пол. Смотрите, какой прикольный кафель. Тоже абсолютно новый. Ремонт не так давно был сделан, как снаружи, так и внутри. Сейчас пройдем. Это типа подсобное помещение. Здесь стиральная машина, конечно, она не первой свежести. Я бы ее заменил. Душевая. Ну, душевая обычная. Я бы на самом деле тоже ее, может быть, поменял. Дальше у нас что? Туалет, понятно. Ну, слушай, не такое все прям и старое, как бы. И, ну, я бы заменил туалет, например. Сделал бы получше. Ну, в общем-то, и неплохо. Так вот, заехал и живешь сразу. А там потихоньку, если что, меняешь. Какие-то вещи, которые ты хочешь более новыми. Смотрите, какое решение. То есть кафель. Какой? Ну да, новый абсолютно. И вот они оставили стену каменную, чтобы показать, как это вот на самом деле выглядит. То есть весь дом выложен из камня, по сути. Вот тоже батарея, как бы, в ванной. Так, будем подниматься на второй этаж. Но вот тут вот круговая лестница. Видите, лестница абсолютно новая, круговая, ее не надо менять. Вот она идет на второй этаж. Но сначала мы вам покажем еще одно подсобное помещение на первом этаже. Это типа, знаете, здесь бойлерная. Вот бойлер находится, нагреватель воды. Здесь печь установлена. Очень хорошая печь, пеллет. Вот у нее вывод идет, труба. То есть с отоплением тут все уже предусмотрено. Здесь вот помещение для хранения мусора. Но у нас мусор, он сортируется, поэтому здесь очень будет удобно хранить. Ну, то есть такое подсобное помещение, причем достаточно аккуратное, чистое.
То есть его превратить, например, в какую-то даже мастерскую, вот тут вот хранить какие-то инструменты или еще что-то, очень удобно. И оно такое достаточно просторное. Ну, сейчас пойдем тогда на второй этаж. Поднимаемся. Лестница, конечно, достаточно крутая, но она абсолютно новая. Смотрите, здесь у нас открывается зал с диваном, журнальный столик. Вот такой вот зал. Сейчас я сяду на диван. Здесь вот еще один выход из дома. Посмотрите. Тоже телевизор висит. Вот она, конечно, крутая лестница, действительно, по которой мы поднимались. Я на самом деле не знаю, как насчет тут пенсионеров, им, может быть, будет тяжеловато. Ну, кто помоложе, тому точно проблем это не составит. Так, здесь у нас что? Здесь у нас одна из комнат, спальня. Вот такая вот небольшая спальня. С окошком, она очень светлая. И прям с видом на... Сейчас плохо видно вид, потому что сетка москитная стоит и отражает от солнца. Но вид на горы и на речку. И вот вторая сразу комната идет из первой. Тоже спальня. Но очень милая. Если честно, вот эти балки, я их просто обожаю. Они придают какого-то шарма прям. Здесь у них даже свой вход. То есть, видите, комнаты вроде бы как смежные, но у каждой есть свой раздельный вход. Ничего себе, здесь не дом, а целый лабиринт. Ну, мебель достаточно такая, ну, приличная, то есть не какая-то прям совсем убитая. То есть вы можете что поменять, если не ваш вкус, но жить уже можно начинать сейчас. То есть, видите, они две спальни, они смежные, но у каждой спальни есть свой вход. Можно вот на ключ закрыть просто эту дверь, если не нужно. Но очень удобно. И тоже вот окно здесь есть. Тоже очень светлая комната. Дом постоянно на солнце зимой. Вот мы сейчас снимаем в ноябре, уже почти зимний период. Солнце сменило свою траекторию. И дом абсолютно полностью на солнце, да? Да. То есть это очень большой плюс, потому что дом будет сухой и не будет плесени. Вот посмотрите, это вот, получается, мы опять в зал проходим. То есть, видите, тут прям по кругу так они сделали. И здесь у нас что? Здесь у нас туалет. Ванная комната. Ванная комната, да. Причем еще одна. Это вот на первом этаже одна, на втором этаже другая. Здесь целая ванна с окном. Блин, тут вообще стеклопакет прикольный, красиво так сделан. Тоже сушилка для полотенец. Она же может служить и как батарея здесь. Здесь есть душевая кабина, пожалуйста, помимо ванны. Причем в очень даже приличном состоянии, в хорошем. Кафель весь новый положен, как вы видите. Крыша не течет, ничего вообще. Ну, вот такая вот красотища. Мне кажется, вообще вполне себе прилично. Здесь еще одно подсобное помещение. О, видите, здесь как бы сейчас что-то набросано, видимо, от старых жильцов. Но здесь подсобное помещение, да, правильно Юля сказала. Так, дальше что у нас идет? Мы выходим снова в этот зал, в который поднялись. Здесь, смотрите, есть свой отдельный выход из дома. Пожалуйста. Выходим. И мы оказываемся вот на такой дорожке. И вот эта дорожка, вы выходите просто вот из дома и можете сразу пойти гулять в лес. То есть вот эта дорога, она ведет в лес, так как тропа. И ушли гулять. Например, у вас могут быть там животные какие-то, собачки или еще что-то. Да или просто с детьми сами захотите прогуляться. Так, дом здесь выглядит с этой стороны вот таким образом. Здесь газовые баллоны стоят. Это для плиты, для газовой. Ну вот, в общем-то, вот такой вот дом. Он просто в идеальном состоянии. Оно даже видно и по стенам, и по всему. Состояние у него просто шикарное. Сейчас будем заходить и подниматься уже на 3-й этаж. Дверь, кстати, хочу обратить внимание, какая дверь входная. Смотрите, какая просто добротная дверь.
Ну, я вам скажу, одна только такая дверь будет стоить очень даже приличных денег. Ох, а тут вообще кайф. Смотрите, тут лестница, она менее крутая. То есть, например, если у вас есть пожилые люди, они могут заходить не с первого входа, с нижнего, а со второго входа, с этого. И как бы, грубо говоря, ты зашел, и у тебя сразу спальня. Ну или здесь. Здесь подняться гораздо проще. Здесь она не такая прям резкая, как предыдущая лестница. И тоже абсолютно вся новая лестница, видите? Вся абсолютно новая. И здесь мы попадаем в еще одну комнату. Ее здесь сделали под спальню. Но я, честно, сделал бы здесь типа а-ля студия какая-то, да? Потому что это, видите, это как бы под крышей получается помещение. Здесь уже на изгибе так идет крыша. И мне кажется, здесь больше студия, да, какая-то подошла бы. Мы уже просто были в этом доме, мы его хотели вообще, если честно, покупать. Вот, но потом решили кампер взять и передумали. Вот, отложили эту покупку, если никто не купит, то мы его, скорее всего, возьмем. И мы уже, да, мы здесь все распланировали, где мы что сделаем. И это, да, у нас была такая, как студия, как рабочая зона, мы хотели здесь сделать. Да, я на самом деле сейчас скажу немножко как-то эгоистическую вещь. Я надеюсь, этот дом вообще никто не купит никогда. И в итоге мы его купим. Мы просто сейчас нет возможности его взять. А вот, посмотрите, здесь тоже маленькая комнатка. Вот. Ну, я бы, честно, все тут сделал. Либо как-то вот первую студию, а здесь, может быть, какой-то спортзал или еще что-то. То есть, ну, кому как. Если у кого большая семья, возможно, столько комнат и необходимо. Ну, здесь типа какие-то вот принадлежности стоят старые, от старых владельцев. Тоже все очень светлое. Ни капли плесени нигде нет вообще, не видно, да? Я тоже не увидела. Просто дом сухой, идеальный. Абсолютно. Ну что, будем спускаться вниз и покажем, что есть рядом с домом? Да? Здесь вот тоже вот по лестнице спускаешься, здесь тоже свое окно. Дом полон окон, полон вообще, повсюду окна. И за счет этого он очень свежий. Ой, очень свежий, очень светлый. Ну и свежий, да, сухой. Очень красиво. Ну вот мы прям снаружи дома. Я вам сейчас хочу показать. Смотрите, здесь прям река возле дома течет. Посмотрите, какой прекрасный цвет воды. Река потрясающая просто. В ней, кстати, можно купаться летом. И к реке спуск находится прям рядом с домом. То есть вот он сам дом, как бы мы его обходим вокруг. И по сути вот тут есть такая вот дорожка. И вот по этой дорожке пошел, и вот несколько минут, и вы уже у реки. И там что-то вроде пляжика такого каменистого. Вы можете и загорать, и искупаться, окунуться, поплавать на байдарках, там на лодочках, еще что-то. Короче, не дом, а подарок. Но мы сейчас с вами еще покажем, что еще здесь рядом с домом есть интересного. Так что оставайтесь. Посмотрите, какая красота рядом с домом. Мы сейчас идем в центр города от этого дома. Посмотрите. Просто какой великолепный вид. Я сейчас вам расскажу, куда мы идем. Вот эта вот дорожка от дома ведет в самый центр города Бани-ди-Лука. Идти пешком буквально 10 минут до центра города. Город где-то на 10 тысяч человек. То есть там есть абсолютно все необходимое для жизни. От супермаркетов до аптек и банков, и шопинга, и рестораны, и бары. Но мы сейчас вот дойдем и все вам покажем наглядно. Посмотрите, какая просто приятная дорожка. То есть от дома вот эти 10 минут до центра города ты просто идешь и наслаждаешься природой. Посмотрите, какая роскошь. Потрясающе. Это вот даже просто вот прогуляться до центра города, не обязательно брать машину, а просто 10 минут по природе прогуляться, по Сочной. Это одно удовольствие. Ну и плюс этого дома, наверное, в том, что у вас нет соседей рядом, прям вот прилепленных. Там 2 или 3 семьи прям живут, и все. То есть это не в какой-то вот, знаете, густо заселенном городе.
То есть вы очень так интимной обстановке, скажем, будете жить. Здесь, видите, вот такие вот домики стоят отдельные у людей. Все люди очень приветливые, всегда помогут. То есть здесь очень прикольно жить, я вам это точно гарантирую. Так, ну мы вышли. 10 минут буквально нам понадобилось от дома пройти. Вот здесь, видите, почтовое отделение, пожалуйста, большое, где есть и банкомат, и вы можете посылки получать, оплачивать всякие вещи. Ну и есть вот такие вот, смотрите, приятные котейки. Красивый. Смотрите, какой котейка. Только ради этого котейки можно купить этот дом. Смотрите, какой он хорошенький, серенький, миленький вообще. Ну, пойдемте смотреть город и покажем, что есть рядом с этим домом, чтобы не быть голословными. Так, направляемся в самый центр, на главную площадь города. Ну, пока пообщаемся с вами, расскажем вам. Город этот, значит, на 10 тысяч человек, то есть не такой уж и маленький на самом деле, как могут показаться. Здесь есть все. Здесь есть различные банки, Unicredit, Monte dei Paschi, по-моему, если я не ошибаюсь. Огромное количество баров, ресторанов самых разных, причем самые разные кухни. Вот. Есть даже паб шотландский находится здесь, прям в городе. 2 супермаркета в этом городе. Один Carrefour, другой Conad. То есть все абсолютно в пешей доступности. То есть 10-15 минут вы в ресторане, 10-15 минут, я имею в виду пешком, вы в баре. То же самое со всеми остальными вещами. Аптеки, парикмахерские, магазины с одеждой, даже есть стильные магазины. Здесь вообще, кстати, очень любопытное место в плане, здесь, мне кажется, все можно сделать. Ну да, здесь абсолютно вот вы себя будете чувствовать отлично, даже без автомобиля. Здесь постоянно ходят автобусы от Бани ди Лука, они прям ходят регулярно, где-то каждые полчаса. Вот, довозят они вас до соседнего городка, который находится в 15 минутах, Форнули называется. Оттуда есть поезд. Поезд везет куда угодно. Хотите в город Лука, хотите в город Пиза, хотите в аэропорт города Пиза, чтобы улететь отдыхать куда-то или домой вернуться. В общем, здесь в плане транспортной доступности нет никаких проблем. Я вам больше скажу, вам здесь машина, по сути, на первое время даже будет не нужна. Если вы не планируете куда-то прям путешествовать, ездить далеко, то, по сути, она вам и не нужна, потому что транспорт здесь очень хорошо организован. Да. Так, ну вот посмотрите, ребята, здесь вот вход в супермаркет. Вот он, в общем-то, супермаркет Carrefour Express. Ну, то есть реально 10 минут пешком от дома. Там вот находится парк городской. Сейчас мы туда не пойдем, но достаточно симпатичный парк, отдохнуть летом. Да, сквер такой, там с собаками гуляют, просто могут пикник устроить. То есть такое любопытное местечко для отдыха. Да, вот, пожалуйста, это главное здание города, коммуна. Государственное здание, где вы легко оформите все документы вам необходимые, все сделаете. Очень приветливые люди, мэр города очень классный чувак. Вот, смотрите, даже вывеска «Жасмин Паулини, No Limits». Это, короче, в этом году первая ракетка мира. Она итальянка, Жасмин, она живет здесь, в этой нашей деревушке. Вот, пожалуйста, тут бар, вот здесь вот, смотрите, инотека с зеленым вот этим вот навесом. Здесь можно хорошее дорогое винишко купить, всякие ликерчики. Очень много магазинчиков. Дерно. Вот смотрите, здесь, например, есть еще активный вид отдыха. То есть такие компании здесь, которые дают в аренду велосипеды, мотоциклы, кроссы, квадроциклы. И вот по этим горам, по маршрутам вы будете гонять. Стоит это не так дорого. Вот, это все по приемлемой цене. И здесь сумасшедшие тропы. Вот посмотрите на фотографии. Ну просто космос. Здесь виды роскошные. 1600 метров над уровнем моря написано. То и тут горы просто потрясающие. Здесь занятия вы найдете себе всегда. Здесь скучать не придется. Вот, пожалуйста, табачка для тех, кто курит, как я. Ну, что сказать. Город сказка, честно. Преступности ноль вообще. Вот верите, ноль. Здесь нет никаких там марокканцев, еще что-то, вот этого всего. Здесь очень спокойные жители живут. Все очень дружелюбные. У нас вот машина кабриолет. И мы, бывает, вот летом даже, крышу не закрываем, оставляем какие-то сумки, пакеты с едой.
Никто не то, что не возьмет, даже не посмотрит в сторону машины. Это не то, что вам в больших итальянских городах, где чуть что стоит оставить в машине, вам окно сразу разобьют. Здесь максимально спокойно. Здесь можно не закрывать окна на ночь в летнюю жаркую погоду. Двери можно оставлять открытыми. Ну, вообще без проблем. Здесь живи и наслаждайся. А вот посмотрите, мы вышли прямо на главную площадь. Вот барчик, который, кстати, нам безумно нравится, вот в этом белом доме снизу. Бар Рома называется. Мы тут постоянно пьем кофеек. Там вот находится страховая компания, там еще и шотландский паб находится. Вот чуть дальше, я не знаю, видно, не видно здание, банк Unicredit. Вот BPM банк, Касса ди Рискармио ди Лука, пожалуйста, еще один банк, вот, пожалуйста. Просто здесь есть детский сад, вот там вот за домами есть детский сад, есть школа, школа средняя школа, есть школа начальная. Вообще без проблем абсолютное место, мега шикарное. Здесь вот сейчас вы увидите, вот там, не знаю, розовое здание, видите, не видите, мне просто солнце светит, не понимаю, на мониторе не вижу. Там написано ресторан, кстати, очень-очень вкусный ресторан, обалденный. Все очень аккуратно, чисто. То есть, да, не как вот в крупных городах повсюду грязь валяется, здесь нет такого. И вонь в крупных городах. Да, здесь ничего. Здесь, знаете, запах свежего воздуха горного. И вода у вас из-под крана будто бутылированная. Я вам даже скажу, может быть, и повкуснее, чем бутылированная. Ну, а вот изюминки, скажем, города. Посмотрите, это недавно отреставрированная главная площадь с фонтаном. Вот это здание, это известнейший ресторан лесника. И там потрясающая кухня. Там всякие ивенты проходят летом, ну и зимой тоже. Вот это вот, например, здание желтое, это вообще театр. И здесь, ну, он рабочий театр, здесь делают разные представления. То есть пойти посмотреть, он очень красивый внутри. Вот даже театральная жизнь у вас здесь может быть, хотя вроде бы, да, деревни деревней. А вот для театралов тоже найдется какая-то своя, ну, какое-то свое увлечение здесь, не уезжая далеко. Очень много отелей. Вот это здание, парк-отель очень такой, ну, известный. Отелей очень много. Я вам больше скажу, здесь есть отель «Швейцария», который купили русские люди. Они его сейчас реставрируют. Русскоязычных здесь достаточно много, кстати говоря. Вот аптека, пожалуйста. Вот в этом желтом доме аптека. Причем аптека средневековая вообще. Она, по-моему, какого она века? 16 века. Мы когда заходили, я сейчас не ошибаюсь, она вообще 16 века, эта аптека. Здесь вы закажете любые лекарства, если нету вдруг у них наличие. Ну, как правило, у них в наличии есть все. Только если какие-то редкие лекарства, в течение дня их привозят сюда, без каких-либо проблем. Мороженая лавка вот здесь. Короче, ребята, живи и наслаждайся жизнью. Вот такой вот красоте. И вот, кстати, видите автобус? Вот, пожалуйста, чтобы не быть голословными, проехал синий автобус. Здесь автобусы ходят регулярно. Я вам больше скажу, отсюда можно сесть на автобус и доехать сразу в город Лукка. И даже не пользоваться этим самым поездом. То есть просто сел на автобус, полчаса, и ты в городе Лукка, прям в самом центре, на центральном вокзале. Мне кажется, более чем так удобства, ну, не найти. Тем более за такие деньги, которые этот стоит дом. Тогда скажи, как до моря, сколько времени ехать? До моря здесь час. Да, вот ты хорошо подметила, до моря на машине час. Ну и на транспорте тоже примерно час, и вы в Виареджио. Здесь также в 20 минутах езды на машине, в 25, находится офигенский просто горнолыжный курорт Абитоне. То есть для тех, кто любит экстремальные виды спорта, сноуборд, лыжи, ну это просто подарок судьбы. Утром встаешь в 8 утра, в 9:30 ты уже на сноуборде, на подъемнике. Ребята, сказка, честно сказка. Ну а теперь мы поговорим про цену. Мы сейчас сядем в барчик, закажем себе что-нибудь и поговорим с вами про цену этого дома. Так, ребята, мы сейчас идем к самой сути. Я это оставил напоследок, это стоимость дома. Специально оставил напоследок, потому что это самая конфетка, поверьте мне. Но для начала хочу одну вещь сказать. Простите за съемку,
было, может быть, ощущение, как будто мы в невесомости какой-то плаваем, потому что мы купили прям буквально вчера камеру, вот эту новую, как она называется у нас? Это Osmo. DJI Osmo Pocket 3. Да, Osmo Pocket 3. И пока еще не сильно разобрались в настройках, поэтому первое видео, оно вот такое, как будто мы в невесомости какой-то плавали по В этому космическом дому. корабле. Да, поэтому извиняйте за это, следующее сейчас разберемся, будет получше. Так вот, цена. Цена 79 тысяч евро. 79 тысяч евро. Сейчас каким-нибудь хейтерам покажется: о, нифига себе. Ребята, это 8 миллионов рублей. 8-9 миллионов рублей, там, в зависимости от курса. Вы видели, сколько там комнат? Трехэтажный дом, 2 входа, полностью реконструирован, полностью сделан внутри, снаружи, с достаточно приличной мебелью, достаточно свежей. Не назовем ее новой. Я сначала, когда назвал новая кухня, я, конечно, потом обратил внимание, что она не совсем новая, но она в хорошем состоянии. То есть покупаешь, заезжаешь и живешь. Ничего делать не надо. Окна алюминиевые, окна хорошие, двери хорошие. Дом постоянно на солнце, как я уже сказал, а мы снимаем уже почти в зимнее время. Он сухой, без единой капли плесени. Просто потрясающий. 10 минут пешком до всех услуг, которые вам нужны для жизни. До города. 10 минут пешком по шикарной дороге живописной. Речка просто под вашим домом. Там спуститься до речки — отдельная ваша дорожка. Вы как прям царь и бог по этой дорожке спуститесь один к берегу реки. Хоть нудистам там загорайте. Вот. Что хотите, то и делайте. Но нежелательно. Да. С другой двери, которая вот вторая, не первая, с которой мы ходили, а со второй, когда выходите, прям дорожка я вам показал, уходите в лес, в горы, прям пошли гулять. Грибы с собаками, с кошками, с детьми, с кем угодно. То есть прям пошли трекингом заниматься. Ну и сам город мы вам тоже показали. Мне кажется, no comments, да, как бы все круто, все есть, все чисто. Криминала ноль, повторюсь, криминала, за что люблю, обожаю это место. Доступность: Лука, 40 минут ты в большом городе, Пиза, час ты доехал. То есть все, у тебя все доступно, даже без автомобиля можешь ездить. Транспорт весь вообще, автобусы каждые полчаса, поезд, все, конфетка, 79 тысяч евро. И последнее, что скажу, желающих очень много. Нам риэлтор, этот дом с риэлтором продается. Контакты риэлтора я оставлю В описании под видео. Да. Вот, обязательно. Она говорит по-английски, по-итальянски и по-английски. Поэтому по-английски вы можете ей по WhatsApp написать, позвонить, она вам все ответит. Поэтому там нужно учитывать процент риэлтора. Ну, понятно, там вы сами ей напишите, я в это не вникаю, мы не риэлторы. Вы сами напишите, сами договоритесь обо всем, она вам все расскажет, сколько нотариус стоит, сколько оформление стоит, какой налог, то есть все 5-10. Вот. Дом, вот мне риэлтор сказала, постоянно ходят, смотрят, желающих очень много. Пока аванс еще никто не вносил, поэтому дом свободен. Но пока мы выложим это видео, не факт, что этот дом уже не продадут. Если его не продадут, и я надеюсь, что его вообще никогда не продадут, потому что тогда мы его купим. Потому что сейчас на данный момент нет возможности купить. Но, например, через год уже, может быть, была бы какая-то возможность. Поэтому мы надеемся, что никто его не купит еще год, как минимум. И тогда купим мы его. Да? Да, у меня хотел сказать, в какой-то момент все, продано. Продано? Да. Все, продано. Ну все тогда. Да. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Да, я еще хотела сказать, мы вообще, есть что, с этого не зарабатываем. Для нас это просто контент прикольный. Да, это постскриптум. Да. Это просто контент для нас. Мы не риэлторы, ребята. Просто показываем вам хорошие возможности в хорошем месте. Да, хорошее предложение. Все, Вот так вот. пока-пока. Всё, пока-пока.